Я Сребрянская Наталья Анатольевна, профессор Воронежского педагогического университета, работаю на кафедре английского языка, я лингвист. Но вот с годами я стала интересоваться историей, и, может быть, если бы назад прокрутить, может быть, я бы поступила на исторический факультет и стала бы заниматься историей Воронежа. Мне очень интересен Воронеж. Вот. Может быть, потому что мой род связан с Воронежем, мой дедушка был священником в Воронеже. Ну, в общем, мне и лингвистика интересна, и история интересна. Я являюсь внучатой племянницей отца Митрофана, который канонизирован был, стал Сергием Исповедником. Ну и так вот, к сожалению, ушли уже практически все те, кто его знал лично, и может быть, не лично, а что-то слышал, практически уже нет людей. Я собирала информацию о нем, и, наверное, вот я тоже осталась последним носителем информации. К счастью, я успела побеседовать со многими родственниками, которые знали его лично. В то же время, по молодости, наверное, я не задавала вопросов своим родителям, своему отцу о том, например, кто был мой прадед. Я о нем очень мало знаю и очень сожалею об этом. Вот у меня есть его фотография. Вот. Вот мой прадед Василий Васильевич, протоиерей Василий, Марфо-Мариинской обители. Вот информации о нем очень мало. И я не спрашивала, к сожалению, родителей. Но я была тогда молода, смотрела в будущее, мне это было неинтересно. А с годами мы начинаем все больше оглядываться назад, и вот эти вещи становятся интересны, а спросить, в общем-то, уже некого. Знаю довольно много, хотя хотелось бы и больше, о моем дедушке Василии, который является младшим братом отца Митрофана. Наверное, начну с фотографии семейной, где есть и мой дедушка, и отец Митрофан. Вот эта фотография с матерью. Она не очень хорошего качества фотография, понятно, ей сколько лет. Ну, в общем, вот стоит справа от матери, это Митрофан. И тут же стоит мой дедушка, которому здесь на фотографии 5 лет. И сестренка их Ольга, которой 2 или 3 года. Вот такая фотография замечательная. Вот я рада, что у меня есть такие фотографии. А вот свадебная фотография моего дедушки. Тоже прям такой он красавец, орел, да? Вот. А это его дети. Еще моего папы не было на свете. А вот отец Василий, это мой дедушка. Семинарские фотографии, это разные, 6 лет разницы. Вот эти фотографии. Сохранились семинарские фотографии моего дедушки 1889 года и 1895, где он юноша. Более поздние фотографии, где он уже священник с семьей. Ну и вот в старости он, отец Василий. Вот о моем дедушке все-таки я знаю, известно. Спасибо, мой папа сохранил фотографии вот эти. В Воронежской области сначала, вот это Воронежская епархия, села. А потом, после революции, когда там пришлось бежать туда-сюда, стал служить в Крестовоздвиженском храме города Воронежа. И, как оказалось, интересно, я в архивах нашла, что там еще 2 предка сребрянских служили. Очень интересно. Еще 2, да, вот в течение этой истории воронежской. И он оказался последним настоятелем Крестовоздвиженского храма, когда уже совсем все, советская власть все закрыла. Пытались там они организовать общину верующих.
тогда еще там в 20-х годах как-то вроде бы община, я даже не могу сказать, ну, допускалось, наверное. И в архивах есть, он ходил по прихожанам, по домам, собирал подписи с прошением эту общину разрешить. В конце концов, какое-то время эта община прослужила, в конце концов закрыли этот храм, там какое-то сначала училище, потом общежитие, потом храм был полностью снесен. Так что он последний настоятель этого Крестовоздвиженского храма города Воронежа. Примечательно, что этот храм стоял на улице Петропавловской, которая была переименована в честь Каляева. И я вот задумалась, когда отец Василий, то есть мой дедушка, приезжал во Владычню в 46-м и в 47-м годах, говорили местные жители, что они уходили, ну, Василий и Митрофан, два брата, уходили гулять и о чем-то разговаривали. И вот я так думаю, о чем они могли разговаривать? Ну, естественно, они не виделись несколько десятков лет, где-то с 25-го года, и вот, наверное, по 45-й, 20 лет они не виделись. О чем они могли говорить? Вот они уходили, естественно, не могли откровенно разговаривать, да, два священника в советское время. Конечно, они могли говорить вот о судьбе этого храма, где служили предки, и отец Василий, этот храм был полностью уничтожен. Он, вернее, полностью разрушен, дотла был уже при Хрущеве, вот в это время, там сейчас хрущевка стоит. Но закрыт и полуразрушен был еще до этого. И главное, вот это переименование этой улицы Каляева, да. Отец Митрофан, конечно, прекрасно знал, что именно Каляев убил великого князя Сергея, то есть супруга великой княгини Елизаветы Федоровны. И вдруг он герой, да, герой, и Петропавловскую улицу переименовывают Каляева. Она и до сих пор Каляева. До сих пор. Вот. О чем еще могли? Может быть, мне позже это рассказать. Но в школе я коснулась вот этих бесед моего дедушки и отца Митрофана во Владычне. Не знал ли отец Митрофан Каляева лично? Я пыталась узнать это. Я писала в Варшаву, там нашлись некоторые эти электронные адреса. Достоверно неизвестно, но теоретически, что могло быть? Могли они быть, но видеть друг друга они могли. При каких обстоятельствах? Ведь Каляев родился в Варшаве, в многодетной семье, семья бедная, по-моему, рабочая, в общем, бедная семья. Учился он в русской школе. И по времени они были в Варшаве, потому что после окончания семинарии отец Митрофан уехал учиться в ветеринарный институт в Варшаву. И по времени это совпадало. Каляев был еще там. Отец Митрофан жил в доме, да, своего друга Полиевкта из Платовского. Там же он и познакомился с сестрой этого Полиевкта, и они поженились. Это был дом директора гимназии Ивана Арсеньевича Рождественского, который давал благотворительные обеды для бедных там, и для студентов по выходным. Не мог ли Каляев посещать эти обеды? Возможно, возможно. Кстати, Рождественский, сестра будущей супруги отца Митрофана Ольги, Вера, вот она, Вера Рождественская. То есть отец Митрофан жил в доме, ну, скажем так, своих будущих родственников. Там же он познакомился с Ольгой, и они там же в Варшаве поженились. Есть фотография их свадебная. Вот такие, наверное, были, даже можно наверняка сказать, такие вот были беседы между отцом Василием и отцом Митрофаном во Владычне, вероятно, да, вот связанные с Каляевым. Вот. Ну и, конечно, вот эта судьба Крестовоздвиженского храма, это трагическая судьба, и судьба церкви православной в России, и самой России.
вот, возможно, они гуляли, уходили в лес, и, возможно, они об этом беседовали. Потому что ни с кем другим об этом говорить было невозможно в то время. Ну, несколько слов, наверное, о том, где, как родился отец Митрофан. Значит, вот родители фотографии есть. Это священник, протоиерей Василий Васильевич. Вот, матушка вот его показывала фотографии с детками. То есть родители известные, село Тресвятское. И Василий Васильевич, протоиерей Василий, в его приходе было 2 храма: в Тресвятском, Троицкий храм, и в селе Макарье. Это один приход, там, так сказать, пешее расстояние. И мой дедушка был крещен в селе Макарье, а отец Митрофан, или Митрофан, ребенок Митрофан, в Троицкой церкви. У меня даже есть метрика, вот, очень интересная, из архивов. Вот есть метрика, подтверждающая, что младенец Митрофан родился 1 августа, да, 1871 года. Указаны его родители и даже восприемники села Селиваново Богоявленской церкви священник Митрофан Чалков и города Задонска духовного училища жена учителя Евпраксия Петровна Никифорова. Вот это восприемники, то есть крестные отец и мать. Вообще вот у меня целая папка, я собирала документы, подтверждающие мое родство с отцом Митрофаном. Для чего? Чтобы в архивах ФСБ получить разрешение на просмотр документов. Собрала. Это вот пришлось много писать в разные архивы, копии о рождении, о смерти вот всех этих моих предков. Ну, к счастью, все получилось, и документы мне предоставили для просмотра. Кстати, это тоже отдельный разговор, потому что я не могла правильно сформулировать свой запрос. Потом мне, к счастью, уже подсказали сотрудники. А я сначала хотела найти лекции отца Митрофана или какие-то записи. Он же был очень грамотный, очень знающий человек. Конечно, он много писал, читал. И думаю, должны были сохраниться какие-то записи, ведь были обыски, они же должны были изымать это все, и куда-то же они. И я предполагала, что все это хранится в архивах ФСБ. И вот я писала туда, просила предоставить мне, но ничего не сохранилось. И как потом я убедилась, вот взяв в руки личные дела, действительно ничего не сохранилось. Только протоколы допросов, показания свидетелей. Вот для этого пришлось мне все это собирать очень долго, документы, то есть ушли годы даже на это, вот на сбор этих архивных справок. Рождение, смерть, переписка с архивами ФСБ. Вот, получала отрицательные ответы, что ничего не сохранилось. И я попросила документы для просмотра, для ознакомления. Они были привезены в Воронеж, меня приглашали там и предоставили мне эти документы просто для ознакомления. И я там нашла очень много интересных вещей. В 2002 год, по-моему, Марфа-Мариинская обитель вот только вот разворачивается, да. Ее настоятельница Елизавета Крючкова, первая, которая восстановила, которая вот столько она претерпела. Вот она организует, она великолепный организатор, эта мать Елизавета. Она во Владычне, освящение храма. Они построили за счет обители храм во Владычне, храм Серых Исповедников. Покровская церковь была, нет ее, там руины. И вот построили эту церковку деревянную и освящение. Нас пригласили на освящение храма. Вот мы поехали, и вот познакомились с людьми, познакомились вот как бы с этой матерью Елизаветой, с обителью, которой мы раньше там не были, да и обители-то не было.
Ну и вот тогда возникли первые мысли, но это только были мысли. Вот. Потом как-то стали попадаться какие-то материалы, то одно, то другое, то третье. Я решила собрать фотографии. Вот у нас, вот в моей семье, было мало фотографий. Я стала обзванивать там родственников, любезно мне предоставляли, у кого что было. Вот я собрала такой вот набор фотографий, копировала, сканировала. То есть вот уже энное количество фотографий собралось. Потом стала собирать рассказы, слушать, да, я их записывала. Потом уже целенаправленно стала. Я поехала во Владычню. Там один год записывала, одно лето, потом другой год и записывала рассказы. Ну вот как-то собирался так материал. То есть это рассказы людей, которые знали его, это родственники в основном, то есть, наверное, действительно родственники, это все. То есть живые рассказы. Воспоминания есть одни, вот записанные племянником. Архивы, воронежские архивы, вот архивы ФСБ, 3 уголовных дела. Ну и всякие вот документы, какие-то записи, там, в том числе домашние какие-то. Вот, например, мой отец писал воспоминания о своей жизни, да, и там есть какие-то вот эпизоды, да, о его детстве, как сложилось, вот, как они жили, священник Василий там. Вот, потом воспоминания 2 моих тетушек в тетрадках записанные. Вот как собирался этот материал. А потом все больше, и пошло, и вот много материалов. И до сих пор еще идет. Уже вот мой папа, вот это поколение неверующее. Более того, мой папа, как же это называлось? Чуждый элемент назывался. Он тоже претерпел, благодаря своему роду, претерпел с детства. Значит, в Воронеже он жил у дяди, который кончил Нежинский филологический институт имени князя Безбородка и работал первое время там, преподавал русский, старославянский в этом институте филологическом, а потом в Воронеже в гимназии был учителем русского языка. Он жил у дяди и скрывал, что он сын священника. При этом он говорит, я никогда не имел никаких ни друзей, ни товарищей, потому что я должен был бы их приглашать домой, и тогда бы, конечно, они поняли все. И иконы, и, видимо, там еще что-то. Говорит, и товарищи эти поняли, поэтому я никогда друзей не имел. Вот как бы скрывался. Окончив школу, он хотел там поступать в институт. В один не взяли, в другой. Чуждый элемент, нам такие не нужны. Поехал в Запорожье, там его тетушка по линии матери, которая там с каким-то начальником договорилась, там его вроде бы взяли в институт, а потом, опять же, узнав его происхождение, его исключили. Брали на работу его, с трудом тоже исключали, то есть чуждый элемент. И вот он мучился до тех пор, то есть не работать, не учиться он не мог. До тех пор, пока не вышла статья Сталина, что сын за отца не в ответе. И вот стали брать уже после этого там на учебу. Вот он поступил в Воронежский сельскохозяйственный институт на факультет механизации, закончил его. Войну был шофером, и это, говорит, очень как бы это сыграло большую роль. То есть он на полуторке там всю войну ездил. Вот. И потом работал в сельскохозяйственном институте, был доцентом, заведовал кафедрой механизации. Вот такая судьба. Вот. И другие его братья, сестры тоже претерпели вот из-за того, что они из семьи священника. Что касается дедушки моего, он от этой своей линии вот, церковной не отступил. Он вот, служил в Крестовоздвиженской церкви, там, пока в 20-х годах уже полностью ее не закрыли. Потом он служил при Воронежской епархии. Он то писарем был, то потом секретарем епархии был. Ну и когда был совсем старенький, вот, уже на пенсии, он посещал
церковь в Отрошке, Казанская церковь, значит, это район Воронежа, Отрошка, там действующая была церковь Казанская, он со священником с тем, ну, иногда они вместе там служили, эти службы церковные, или просто он на службе был. Вот. В доме у нас, к сожалению, ни Библии, ничего не было, ни малейшего вот этого вот намека. Крест дедушкин, серебряный, когда был голод, это 47 или 48 год, когда в стране был страшный голод, бабушка отнесла какому-то священнику знакомому, чтобы это продал, и чтобы там что-то на какие-то деньги купить продукты. Но священник умер, и все. Ни креста, ни денег, ничего. Хочу показать одну фотографию, вот что значит это советское время. Вот обрезанная фотография. Это сестра Ольга, их сестра Митрофана, Василия, да? Ольга с ее мужем, который был тоже священником. И вот его облачение срезано. Вот. Как и все дети священников, поступает он в Воронежское духовное училище. Здание, по некоторым сведениям, сохранилось, а по некоторым оно там было рядом. Поступает в Воронежскую духовную семинарию, где учились, в общем-то, все мои предки, как члены семей духовных лиц, да, так принято было. Здание семинарии сохранилось в Воронеже, оно стоит. Вот. И сохранилась фотография семинарских лет вот, Митрофана с товарищами, вот, причем хорошего качества, замечательная фотография. Вот, подписана его рукой, его товарищи, фамилии Попов и Федоров. Вот на этой фотографии, замечательная фотография семинарская. Я ознакомилась с книгой воронежского историографа Павла Никольского, который, эта книга XIX века, он подробно писал о Воронежской духовной семинарии. И какое потрясающее образование давала семинария тогда. Какие науки изучали, насколько грамотные были люди. Изучали языки, и там латынь, и древние, и современные языки. Писали сочинения на латыни. Лучшие сочинения зачитывались вслух там, на определенном там, торжественный акт, и там зачитывались лучшие сочинения. Блестящее образование вот, давала семинария. Я думаю, не только воронежское, вообще семинарское образование тех лет. И таким косвенным свидетельством этого образования прекрасного был такой факт. Мой дедушка, это рассказывали мои двоюродные братья и сестры, мой дедушка вот в старости уже брал их на колени и вслух читал Илиаду, Одиссею наизусть. Рассказывал Вальтер Скотта, близко к тексту. Вот такое было образование. На здании семинарии сейчас висит мемориальная доска. То есть на современном это здание техникума, но висит мемориальная доска о том, что это была семинария, и лучшие выпускники там перечисляются. И там две фамилии Сребрянских. Вот Митрофан Сребрянский, как выпускник этой семинарии, и Андрей Сребрянский, который был замечательным поэтом и философом. О нем уже написаны определенные труды, книги, но, вероятно, еще можно изучать их. Он, к сожалению, умер 29 лет от чехотки, очень рано, поэтому его, так сказать, наследие невелико, но был очень талантливый человек. Меня огорчает, что его фамилия, Андрея Сребрянского, пишут с буквой «Е». Не вот это старославянское неполногласие, да? А полногласие вот считает, ну, значит, нужно сейчас писать Серебрянский. И таким образом его отрывают от семьи. Это получается человек с другой фамилией. Хотя архивы и воронежские, и петербургские, и московские, он учился год в Московском университете, потом перевелся в Петербургский, хранят документы, написанные его рукой, там разные прошения.
и ответы ему начальства. Сребрянский Андрей с его подписью. Ну и есть документы, подтверждающие, там, кто он, кто отец. Уж коли я заговорила об Андрее, наверное, надо сказать вот что. Ну, да, наверное, с самого начала нужно говорить. Вот я такую книгу создала, где наш род сребрянский как бы выстраивается в одну линию. Не древо, а линия. И вот первый документ – это архивная справка из Воронежского архива, где это 1782 года, где упоминается Василий Сребрянский. Ну и дальше идут уже потомки. И вот упоминается тут Порфирий Сребрянский, 2 лет ребенок. Вот этот Порфирий, он и есть как бы продолжателем нашего рода. У Порфирия вот был этот Андрей Сребрянский, поэт, он тоже учился в Воронежской семинарии, и на мемориальной доске его имя есть Порфирий, и брат Виссарион, то есть брат Василий, который потом при постриге принял имя Виссарион. Виссарион заслуживает тоже отдельного рассказа. Я очень, наверное, поздно узнала о личности Виссариона. То есть я знала, что был такой Василий Порфирьевич, и вроде как он куда-то уехал, и вроде там был игуменом, но, в общем-то, больше ничего. И случайно так получилось, вот, что у меня нашла по электронной почте петербургская родственница, которая тоже является вот по линии Порфирьевичей, но она по линии Варвары Сребрянской, Варвары Порфирьевны. И у нее сохранились документы о Виссарионе, некоторые, главное, фотографии. Мы с ней собрались и поехали в город Сольвычегодск, потому что вот наш предок, игумен Виссарион, оказывается, был игуменом-настоятелем Веденского монастыря в городе Сольвычегодске. Это последнее место его служения. А до этого он был, как пишут архивные документы, строителем, то есть это тоже как сан высокий, игумен, настоятель и строитель. Строитель Лопотова монастыря в Вологодской епархии. То есть он, как написано в документах, по вдовству принял монашество и отправился вот в Вологодскую епархию. Почему Вологодскую епархию, почему не Воронежскую, там есть определенные предположения, но поскольку предположения, я не буду о них говорить. Вот. Так, вдовству, да, скончалась его жена, и там тоже это есть документы, там целый ряд смертей. Умер отец, умерла мать, молодые еще по тем годам братья. И, в общем, остался этот Василий, недавно кончивший семинарию, и сестра Варвара, у которой муж был Голубев, и она стала Голубев. Личность тоже интересная очень. Он немножечко попивал, и из-за этого был наказуем. Но сохранились такие интересные воспоминания, опять же, о нем, устные даже воспоминания, которые передаются. Шел он однажды, нес святые дары, шел причащать больного. Навстречу карета. И карета обдала их грязью, и его, и святые дары. И он, разозлившись, схватил, а он был очень крепкий, схватился за эту карету и свернул из дороги, чуть ли не опрокинул, тоже куда-то в грязь. А там ехал высокий чин. И, в общем, очень сильно попало этому Квинтилиану. Голубеву звали его Квинтилиан. Был сослан куда-то в монастырь временно тоже, как наказание это было. И, в общем, вот эта Варвара Голубева со своим ребенком маленьким, вот она, конечно, очень, очень тяжело жила. Виссарион, вот этот
взял к себе, вот, ну, где-то там при монастыре жила эта Варвара с мальчиком. Этот мальчик, Андрей, получил образование, я так полагаю, Виссарион его обучал. И после смерти игумена Виссариона в 1861 году, этому мальчику было где-то 17 лет, он пешком из Сольвычегодска отправился в Петербург поступать в университет. Как он пишет, вышел в марте и пришел в августе, как Ломоносов, да, из Архангельской области. И личность незаурядная, и я думаю, в этом есть заслуга, в том числе и Виссариона, который дал ему и знания, и вот эту тягу к знаниям, и способность, умение учиться, эти знания получать. В конце концов, он стал, этот Андрей Голубев, стал товарищем министра финансов России. И когда революция началась, он защищал от большевиков, которые требовали банк, им все деньги отдать, он защищал. Был лично знаком с Некрасовым, большой поклонник Некрасова, и труды Некрасова есть по творчеству Некрасова. И после смерти Некрасова продолжал опекать и как бы средства давать на школу для крестьян, основанную Некрасовым. Вот такой этот был Андрей Голубев, вот, и Виссарион. К счастью, вот у моей родственницы сохранились фотографии могилы и монастыря, вот монастырей, где служил. Сейчас уже они не существуют, но вот эти старинные фотографии есть. И могилы Виссариона. Могилы благодаря тому, эти фотографии сохранились благодаря тому, что вот его воспитанник Андрей, воспитанник и крестник Андрей посещал эти могилы. И имеются фотографии 3 разных периодов. Фотографии за алтарем Веденского собора. Собор, кстати, до сих пор стоит, великолепный собор в Сольвычегодске. За алтарем было кладбище, как принято в те времена. И вот могилы, есть фотографии могил. Мы написали настоятелю Веденского собора, он действующий сейчас, отцу Владимиру, вот, послали копии фотографий, написали, что вот наш родственник, там даже 2 могилы, это Варвара Голубева тоже рядом похоронена, имеется фотография, вот 2 рядом могилки, и люди оказались очень отзывчивыми. Отец Владимир, настоятель храма Веденского, и староста Алексей Алексеевич любезно согласились, мы даже не просили их, даже они сами предложили, как бы начать раскопки. Сейчас все это бурьяном поросло, там 1 бурьян, никакого кладбища нет. Они по фотографиям определили место и стали копать, и нашли могилы. Ну и поставили деревянные кресты, как они и были здесь, вот на фотографиях видны, это деревянные кресты. И сейчас там стоят 2 деревянных креста, гробницы мы там обустроили, купили тоже, все, эти могилки мы обустроили, то есть там вот сейчас 2 белых крестика стоят позади этого собора. Вот, так что мы очень рады, что мы нашли эти 2 могилы вот наших близких и родственников. Ну и восстановили их. По окончании семинарии он едет в Варшаву, год обучается в ветеринарном институте, там знакомится с Ольгой Сполотовской, и там же в Варшаве они поженились. Видимо, отец Митрофан понял, что это не его, ну, как бы то ни было, он возвращается в Воронеж, в Воронежскую епархию, и он назначен диаконом Стефановской церкви села Лизиновка. Для меня тоже вот эта Лизиновка стала открытием. Сначала я думала, какая-то Лизиновка, вот я о ней практически ничего не знала. Но, оказывается, Лизиновка была прям таким большим культурным центром.
Там находилось имение Владимира Григорьевича Черткова. Ну, по тем временам богатого человека, родовое имение, там и матери Лизиновка, это по имени сестер там Елизавета, и еще были там 3 сестры. Вот эти деревни были названы. Вот Лизиновка от имени Елизавета, от матери Владимира Григорьевича. Владимир Григорьевич был человеком, видимо, передовых взглядов. Он был ближайшим другом Льва Толстого. Лев Толстой его очень ценил, и именно ему завещал многие свои труды, и именно Владимир Григорьевич Чертков был первым издателем 90-томного собрания сочинений Толстого. Так вот, родовое имение этого Владимира Григорьевича Черткова в Лизиновке. И там он решил создать для крестьян, возможно, для бедных слоев, ну, как бы просвещать, да, какие-то основы просвещения и издавать небольшие книжечки, брошюрки вот для простого народа. И писали эти тексты Тургенев, Толстой, в общем, лучшие писатели, и иллюстрировали лучшие художники того времени. И они съезжались к Черткову туда. Был и Толстой. С Митрофаном они разминулись, по-моему, на неделю. Так что вот такая была Лизиновка. И я не сомневаюсь, что поскольку вот духовенство, да, там единственная церковь это Стефановская, духовенство все-таки такая элита деревенская, да, и наверняка вот и Чертков, и там и священник, и диакон Митрофан были знакомы, как люди культурные, эрудированные, просвещенные. И я думаю, что отец Митрофан тогда познакомился вот со многими и писателями, и художниками. Вот с Толстым, с Львом Толстым он разминулся, потому что Толстой посещал Черткова в Лизиновке, но Митрофан уже оттуда уехал. И это знакомство с Чертковым как бы было судьбоносным. Когда отца Митрофана арестовали в Марфо-Мариинской обители в 25 году, это был второй арест, Чертков, будучи тогда, боюсь ошибиться в названии его должности, но был какой-то комитет по религии, и Чертков там возглавлял его. И он ходатайствовал, писал, что просил освободить отца Митрофана, потому что он был явно оклеветан, и есть достоверные сведения, как он писал, что это завистники хотели получить его квартиру. И написали донос, и отца Митрофана арестовали. Вот Чертков как бы содействовал, а может быть и его решающим слово было в освобождении отца Митрофана. Та церковь была снесена. Что сейчас, я затрудняюсь сказать, но собираемся ехать. И вот в моих планах посетить 5 сел Воронежской епархии, Воронежской области, правильно сказать, потому что там и другая епархия попадает. Я могу предполагать, фактов, конечно, почему его отправили в Лизиновку, почему он вообще стал полковым священником, то есть он попал в это в военное ведомство. Есть документ, сейчас, чтобы правильно назвать, ведомости, церковные ведомости, где вот эти вот как бы колоночки несколько, там награды, где служил. Но вот этой Воронежской епархии везде, вот Московской, на Митрофана тоже я видела, просто вот переведен в военное ведомство. Почему? Вот нет оснований. Что касается того, как он попал в Лизиновку, я предполагаю, там рядом находилось село Морозовка, там пешее расстояние, где служил его отец, вот, Василий Васильевич, Сребрянский отец, протоиерей Василий. Это последнее место Василия, после чего он ушел на пенсию. Может быть, поближе к родителям он хотел быть. Вот это мое предположение. Эти 2 села рядом, Морозовка и Лизиновка.
После Лизиновки отец Митрофан попадает вот в военное ведомство. Его направляют в Двинск, где он год прослужил в военный собор, после в город Рыпин, ну и после этого, тоже где-то около года он служил, после этого в Орел. Орел – это, конечно, особый период служения отца Митрофана. Он очень активен, он очень много занимается благотворительной деятельностью. Он строит там, на свои средства строит церковь железнодорожную. При Покровском храме он создает библиотеку и покупает книги, 1800 книг, и все это передает вот, храму. Церковно-приходскую школу для детей. Вот огромная благотворительная деятельность, ну, не считая того, что он служил в церкви, куда стекалось огромное количество народа. После этого, после службы, масса людей стояли в очереди к нему и задавали разные вопросы. И он до вечера вот беседовал с людьми, приходил домой очень поздно. А матушка Ольга его ждала. Наверное, в Орле проявилось его, или, во всяком случае, впервые стало известно о его необыкновенном даре красноречия. Он был талантливейшим оратором. На его проповедь стекались огромное количество людей. И его слышала и слушала великая княгиня Елизавета, которая была шефом Черниговского полка. Николай, говорят, который тоже был в Орле, есть фотографии его визита, тоже слышал проповеди отца Митрофана и очень высоко оценил их. И даже есть такая вот легенда, не знаю, правда или нет, сестра Льва Толстого, послушав отца Митрофана, стала очень глубоко верующей. При отправлении полка на войну великая княгиня подарила палатку, церковь-палатку, которая легко сворачивалась и разворачивалась. Есть фотографии этой церкви, но она действительно как палатка, она небольшая, но с кармашками, туда вставлялись иконы. И вот он в своем дневнике пишет: вот мы развернули палатку, там церковь-палатку, ветер ее трепет и так далее. Вот, мне кажется, это очень интересно, да, то есть великая княгиня не оставила их своим вниманием, она заботилась и вот такой вот духовный дар сделала, да. И он прошел с этой церковью-палаткой вот всю войну и разворачивал ее, и служил, и вот в прежних изданиях дореволюционных дневника полкового священника там есть фотографии. Они сейчас вот в современных изданиях они скопированы, да, и там эта церковь-палатка есть. Наверное, эта история известна. Его пригласила великая княгиня в Москву, в Марфу-Мариинскую обитель. Его проект создания этой обители был признан лучшим. О проекте можно там тоже отдельно сказать. То есть вот эта идея совмещения труда и молитвы, вот именно эту идею оценила великая княгиня. Не монастыря, да, и не какого-то там дома для бедных, да, а именно вот такая обитель, где совмещается труд и молитва. Вот это была идея отца Митрофана, то есть библейские сестры Марфа и Мария. И надо сказать, вот я изучала деятельность этой обители и роль великой княгини, и роль Митрофана там. И они сами были, вот великая княгиня и отец Митрофан, как Марфа и Мария, да. Великая княгиня, она великолепный организатор, да, которая вела хозяйство, которая руководила всей жизнью обители. А отец Митрофан – это духовная жизнь. И вот они тоже были, Марфа и Мария, там в эти обители. Деятельность обители известна. Это и госпиталь, и аптека для бедных, где бесплатно выдавались лекарства в то время для бедных. Лечили и бедных горожан. И когда началась война
то поступали раненые, их лечили в госпитале. Что еще там было? Там был приют для девочек-сирот, была столовая, где ежедневно выдавали 300 бесплатных обедов для бедных. Давались концерты. С одной стороны, там выступали, приглашали видных деятелей культуры, там и музыкантов, и художников. И в то же время великая княгиня приглашала начинающих художников, музыкантов, которые вот делали первые шаги, и, может быть, она им дала вот путевку в жизнь. Отец Митрофан 2 раза в неделю читал лекции на духовные темы. Лекции замечательные, о них прекрасные отзывы есть. Я пыталась найти какие-то записи, ничего не сохранилось, к сожалению. Про сиротский дом не могу ничего сказать, а вот лечебная деятельность, да, я могу сказать, что сохранилась фотография доктора Никитина, который там несколько лет служил. Кстати, за честь считали доктора московские вот, работать в обители, бесплатно работать. Это было делом чести. Они были счастливы, что великая княгиня их приглашает. Великая княгиня стояла на каждой операции. Если это было там без наркоза, то она держала за руку больного, утешала, уговаривала. После операции она выхаживала лично, сама, да, подходила там к кроватям, все это помогала, все. Каждый день она делала обход в госпитале и помогала, принимала личное участие вот в уходе за больными. Известна тоже история от Агриппины Гусевой, старшей сестры Марфо-Мариинской обители. Великая княгиня объезжала вот всякие, там и Хитров рынок московский, и какие-то там трущобы московские. Как бы она искала, выявляла вот этих убогих, несчастных, голодных людей, которых она хотела как бы накормить, вылечить. И однажды она собралась в какую-то там трущобу, там были и вшивые, и блохастые, и прокаженные, и сестры боялись, что она подцепит заразу, проказу. И стали ее отговаривать. Она не слушалась. Тогда придумали такую историю, да? И вот это, в частности, Агриппина Гусева стала ей говорить: как же так, вот вы будете давать руку целовать? Кому-то вот, кто-то к вам сумеет протиснуться и вашу руку поцеловать, а другие нет, им будет обидно, вот нехорошо будет, те будут очень обижаться. Ну, великая княгиня говорит: да, действительно, может так получиться, лучше я никому не буду давать руку, целовать. Ну и таким образом, значит, с облегчением вздохнули, потому что вот эти прокаженные и вшивые вот эти люди, ну, во всяком случае, меньше возможности великой княгини заразиться было. Ну вот они брали самых-самых больных, самых таких убогих, привозили в обитель, лечили. И нет ни одного случая, когда кто-то умер на операции или кто-то умер в обители. Вылечивали всех. Всех. И, наверное, и медикаментами, и вот этой душевностью своей вот все силы отдавали, и молитвой. Отец Митрофан был арестован в обители. Когда уже великой княгини не было, это 1923 год, 1925 год, было 2 ареста, есть 2 уголовных дела. Но, наверное, их было, этих арестов, больше. Потому что моя тетушка рассказывала, что в одном из этих арестов участвовал сам Ленин. Об этом Митрофан рассказывал своему брату Василию, то есть моему дедушке. Итак, значит, арестовали Митрофана, поместили в тюрьму, какое-то время там держали. Этот Митрофан пишет Ленину, мол, я помогал, вот служил в обители, обитель помогала бедным, кормила там, лечила. Никаких преступлений я не совершал. За что же меня арестовали, за что меня наказывают, держат в тюрьме?
И Ленин прочитал это письмо, видимо, проникся и распорядился освободили его. Вот такой рассказ. Ну а в 1923 году первый арест, и потом практически сразу следом второй арест, и уже сослали его в Тобольскую губернию, в Березов, в ссылку. По возвращении оттуда, там он отбыл свой срок полностью, по возвращении оттуда обитель уже почти закрыта была, там даже это не обитель была, какая-то община, уже здания разобрали, там заселены были другими. Ему, отцу Митрофану, было разрешено посетить родственников, ну, как бы проститься с ними. А после этого он должен был как бы за 101 километр куда-то поселиться. Отец Митрофан выбрал деревню Владычня, это родовая деревня матушки Ольги, но он приехал вот в Воронежскую область и посетил всех своих братьев и сестер, всех объехал, всех посетил. После этого он отправился вот во Владычню. Тогда еще во Владычне стоял великолепный Покровский храм, и было разрешено служить ему. И какое-то время, там не короткое, он проводил службы в Покровском храме. После этого последовал запрет. Он тайком еще посещал храм, но потом донесли. Храм был полностью закрыт, забит. И отец Митрофан совершал службы дома, для себя. А для себя это кто? Это не только его матушка Ольга, но и владычинские сестры, которые последовали за ним. 3 сестры жили там постоянно во Владычне, и уже вот есть мнение, как бы расследовано, практически достоверно, он их там постриг. Они приняли монашество, эти сестры, там во Владычне. Во Владычне, может быть и раньше, я не знаю, но во Владычне точно проявился дар исцеления и дар провидения батюшки. К нему ходили практически все из деревни и из окрестных деревень, но тайно, потому что посещать священника нельзя было, нехорошо. Вот, тайно ходили. Иногда было так, посылали ребенка, и, мол, ты сходи к батюшке, спроси у него то-то. Ребенок там бегал, задавал вопрос батюшке, батюшка отвечал, и ребенок сообщал родителям. Да. Вот, и исцелял, и утешал, и вот и дар провидения, как бы, особенно это годы войны были, там трагедий очень много было, да, у кого-то там мужа убило, погиб на войне, у кого-то что. Он многих утешал, вот, причем таким странным образом к нему люди шли, а он встречал уже на пороге. Откуда он знал, да? Ну вот он знал, что к нему идут. Когда он умер 5 апреля по новому стилю 1948 года, на похороны пришли невероятное количество людей, и, как оказалось, к нему ходили все. Хотя не говорили, все это тайно друг от друга ходили, и тут выяснилось, что практически все к нему ходили. Я вот что хотела сказать. Значит, сохранились письма, ну, практически последние, отца Митрофана к вот этой Агриппине Гусевой. Вот я хочу прочитать тут прям одно письмо, очень такое примечательное. Вот выдержку из этого письма. «Уходим с любовью». Это письмо 20 декабря 1946 года. «Уходим с любовью к вам и ко всем, с кем в этой жизни приходилось встречаться. Нас никто никогда не обидел». Это пишет человек, гонимый многократно и много лет, да, переживший там ссылки, тюрьмы и прочее. Был же еще арест во Владычне, и он 5 лет отбывал ссылки. И вот он пишет: «Нас никто никогда не обидел, слава Богу за все». Вот удивительно, да, вот такой человек. И его доносили и во Владычне, и в 30-м году его арестовали.
И известно, кто доносил. И потом, когда уже батюшка вернулся из ссылки и жил в Владычне, вот этого человека, видимо, очень мучила совесть, ему во сне вроде бы как там являлся батюшка там что. И он пришел к батюшке и говорит: простите меня, вот я донос писал. Говорит: да я знаю, я уже давно всех простил. Говорят, был. И литургии, то есть все службы вот полностью, значит, он служил дома. Служил дома. И на службу приходили, значит, вот эта матушка, родственники какие-то, вот эти обительские сестры, которые, ну, они жили там все вместе одной как бы семьей, да, постриженные сестры. И приходили кто-то там из деревни, то есть там были. К нему съезжались очень много людей, и когда вот рассказ его племянника, ныне покойного, есть фотография, сейчас скажу, значит, постоянно было много людей, всех оставлял ночевать, спали, кровати, естественно, не хватало, и на полу, и на лавках, и на столе, и под столом. Вот сплошь все было. Откуда вот мне известно, я хочу показать интересную фотографию. Вот фотография, это племянники Митрофана, то есть это внуки деда Василия, моего дедушки тоже, Анатолий и Михаил. Голод был 46-й год, и брат Василий, младший брат, с племянниками, по-моему, 3 племянников он взял, поехали во Владычную. Но все-таки в деревне прокормиться легче. И вот Анатолий рассказывал, да, вот эта фотография, вот они сидят, 2 этих мальчика, рассказывал, что вот это вот люди шли и ночевали, и вот все сплошь там, и на печке, и на столе, и под столом, и везде, только вот везде эти люди. И все были счастливы, что вот они попали к батюшке, они попали на службу, они как бы участвуют вот в службе, да, он служил в своем доме. Вот этот Анатолий рассказал, что ему было 17 лет, он только кончил школу, 17 лет, или кончал, ну, в общем, собирался. Батюшка с ним проводил беседу, сам, то есть стал беседовать. Кем ты хочешь быть? Ну, Анатолий говорит: хочу строить корабли, кораблестроителем. А знаешь ли ты, что все вот в нашем роду служили людям? Были священниками. Говорит: я понимаю, что сейчас время такое, что ты не можешь быть священником. Но можно по-другому служить людям. Можно быть учителем, можно быть врачом. Ты подумай. Ну, Анатолий как-то легкомысленно, наверное, относится. Да нет, я хочу корабли строить. А ты подумай, может быть, ты врачом будешь. Я тебя благословляю. И каким-то образом вот этот Анатолий поступил в медицинский институт. То есть вот почему-то вот у него это сознание как бы пришел к такому решению. Поступил в медицинский институт. С 3-го, по-моему, курса его там и другие пригласили учиться в военно-медицинскую академию в Петербург. Он окончил военно-медицинскую академию. Потом служил в Мурманске на кораблях, на подводной лодке, как военный врач. И то есть вот это даже совместилось, вот медицина и корабли, это море. Вот этот Анатолий был незаурядным хирургом. Вот его знал весь Воронеж. Возможно, вот это благословение батюшки сказалось, да? Прекрасный хирург, ни один больной у него не погиб, великолепно оперировал. И, наверное, вот это благословение батюшки, вот все-таки оно важно, оно сыграло свою роль. Агриппина Гусева была там, и вот ее сохранились рассказы, воспоминания.
Она приехала за 3 дня до смерти и удивилась, что батюшка, уже прикованный к постели, говорил: мы воссоздадим обитель. Он мечтал, это была мечта его жить. Мы воссоздадим обитель, она обязательно будет. Мы еще будем там работать, мы будем служить. И, кстати, он оказался прав, ведь обитель воссоздалась уже в 90-е годы. Но вот он мечтал, буквально уже вот умирая, что мы обитель воссоздадим. И вот интересное письмо Агриппины Гусевой в ночь после похорон. Вот, видимо, она в таком шоком возбужденном состоянии. Вот я нашла письмо Агриппины Владимировны Гусевой. Агриппина Гусева была старшей сестрой милосердия в обители. Вот похороны состоялись. Кстати, был страшный дождь, лил дождь, но гроб батюшки несли по этой вязкой дороге на руках до самого кладбища. Ночь после похорон. И вот Агриппина Гусева, естественно, не спит, пишет. Почерк очень неразборчив, хотя Агриппина Гусева писала очень, так сказать, четко почерк каллиграфический, но, видимо, вот это возбужденное состояние, и трудно разобрать. Вот я как бы переписала для себя. Ночь. Я сижу, пишу батюшке исповедь. В комнате, где столько лет жил наш дорогой батюшка, первая ночь без него. Сегодня хоронили его. Надо было видеть, описать нет возможности, как велика, глубока скорбь людей, лишившихся учителя и наставника. В святом уголочке, где наш батюшка всегда молился за всех, тихо мерцает лампадка. Возле этого святого уголка спит матушка. Стоит только взглянуть на ее скорбное лицо, можно ясно ощутить всю глубину ее переживаний. 55 лет жизни с таким великим человеком. Ну и дальше она пишет о батюшке. Нет, батюшке жутко сказать, нет духовного отца. В то же время он жив, радуется и говорит: Христос воскресе. Нет святого учителя, это был истец пасхальный, житель Евангелия, его тело благоуханное. Вот такое письмо, такие эмоции этой Агриппины Гусевой в ночь после похорон. Ну, после того, как батюшки не стало, его матушка прожила еще 2 года. Она была тяжело больна, инсульт у нее был. Инсульт случился еще при батюшке. Похоронили ее в той же могиле, гроб на гроб, с батюшкой, с ее мужем. Ну а позже похоронили рядом сестер обительских, которые жили с ними, которые ухаживали за матушкой, рядом. По прошествии там какого-то количества лет дом батюшки сгорел. Тоже, видимо, Господь вот как-то... Ничего же не бывает случайно, да? Дом сгорел, многие вещи его сгорели. Но, как говорят, вот не так давно, ну, относительно уже вот в 2000-х годах, когда стали разбирать печку, нашли там некоторые его вещи, спрятанные им в печке, сохранились, замурованные. Значит, они в музее Марфо-Мариинской обители. Крест его, что там еще, я не помню, ну, что-то еще, крест. Они в музее, их передали в музей. Я была дома у Евгения Карасенко, родственник, у которого вот сохранились некоторые вещи отца Митрофана. Что это за вещи? Я их фотографии даже сделала, очень интересные вещи. Символический посох из стекла. Значит, это подарок орловчан, когда отец Митрофан уезжал от них в Москву. Вот они ему преподнесли этот посох из стекла. Ну, такая трость, но из стекла. Вот. Статуэтка Девы Марии из стекла, она вся прозрачная, но как бы задняя часть, она
вогнутая, да, полая, для свечи. Туда можно ставить свечу, и вот эта вот вся Дева Мария, она светится, когда там стоит свеча. Самовар, там какие-то вот, по-моему, личные, там ложечка, по-моему, там чашечка, что-то вот так. Что сегодня? Вот, мы, конечно, очень интересуемся батюшкой, и не только это вопрос истории или семейной истории, или истории Отечества. Это еще и, наверное, такой урок милосердия, урок добра. Да? Нам очень не хватает сейчас вот милосердия, мир очень жесток, люди жестокие стали. А это вот активная благотворительность. Не просто вот эта жалость, когда мы на словах сказали, да, кого-то там вот жалко, хорошо было бы ему помочь, и пошли дальше. Нет, именно вот активное это милосердие, деятельное милосердие. Нам его сейчас очень не хватает, и вот эти уроки нам очень важны. Мы должны знать о таких вещах и учиться им, учиться. И как можно больше создавать вот таких обителей. Как говорят специалисты, вот это пример, вот та Марфа-Мариинская обитель, это пример диаконии в России, ну, то есть попытка великой княгини создать вот такую форму диаконии. Ну, возможно, она, может быть, ей это удалось, может быть, нет, и не мне судить, я не знаю. Но вот это милосердие нам очень необходимо. Очень необходимо, поэтому вот нужно собирать сведения о подвижниках, о святых людях, вот о наших таких героях, я бы сказала. Да? И, к счастью, вот это имеет место быть, это происходит. Да? Все больше и больше людей интересуются и батюшкой, и многими святыми. Пишутся книги, снимаются фильмы. Да? И вы знаете, что вот я на своем примере могу сказать, вот я собираю информацию, она все идет и идет и идет. У меня первая книга вышла, вот я покажу свою книгу, в 2013 году. Потом все больше и больше информации, и я дополняю, и еще больше приходит, и я думаю, что это не последнее, это не конец, что-то еще будет, и я даже знаю, в каких направлениях еще можно что-то поискать. Вот, то есть это очень интересно, и это очень поучительно. Вот.